Есть такие люди, рядом с которыми вас буквально покидают силы. Вы прямо чувствуете, что вы теряете энергию, настроение, желание что-то делать, а они при этом как будто бы наполняются энергией, становятся спокойными, наполненными, удовлетворенными, уверенными в себе. Таких людей обычно называют психологические вампиры, энергетические вампиры, просто вампиры, люди с тонкой душевной организацией, сложной судьбой или особенностями характера. В любом случае, это люди, которые восстанавливаются и самоутверждаются только за счет других людей. То есть им нужны доноры. Люди, которых можно есть, пить, давить, травить, потреблять, любить, но какой-то своей особенной любовью. Есть масса вариантов, как именно они это делают, но основная идея одна. Они нарушают чужие границы и не дают их восстановить или выйти из коммуникации. То есть они нарушают личные границы своей жертвы и не дают позаботиться о себе, манипулируя чувствами вины, стыда, страха и другими токсичными эмоциями. То есть они держат свою жертву в состоянии пробитых границ, чтобы она кровоточила и теряла энергию и силы, и при этом с удовольствием находятся рядом и дышат всем этим, потребляют. То есть твои границы нарушают, но ты с этим ничего не можешь сделать. Во-первых, это могут быть просто болтуны, сплетники, завистники, критики и прочие токсичные товарищи. Друзья, коллеги, знакомые, родные, которые могут присесть на уши с бесконечными пустыми разговорами, как все плохо, как все несправедливо, у кого что случилось, и что это значит, и что с этим можно делать. И вы не можете же просто их прервать, потому что вы же будете тогда не компанейскими, это же невежливо. А вдруг вы обидите хорошего человека в лучших чувствах? Он же к вам со всей душой, а вы его отвергаете. Так у вас и друзей-то совсем не останется. И вы прямо заражаетесь этой печалью, тоской, тревогой, унынием и собственным бессилием. А вас держат на коротком поводке за вашу хорошесть, правильность и, возможно, страх одиночества. Во-вторых, это могут быть профессиональные жертвы, которые вечно находятся в печали и в страданиях. Они всегда бедные, несчастные, униженные, оболганные, обруганные, несправедливо обиженные, униженные, оскорбленные. У них всегда есть какая-то беда или трагедия, которыми они с удовольствием и с упоением поделятся с вами. И вы, естественно, должны все это выслушать, понять, проявить сочувствие, испытать стыд и вину за то, что у вас все не так трагично, и, естественно, помочь всем, что у вас есть. А иначе вы бесчувственный эгоист и вообще гнилой вы человек. И вы так незаметно заражаетесь чувством вины и стыда за собственное благополучие. Вы инфицируетесь программами неудачника и жертвы. Они всегда готовы обидеться и застыдить вас за вашу жестокость и немилосердность и бессердечие. Следующий вариант, третий, это очень любознательные люди. Это люди, которым обязательно нужно знать досконально абсолютно все про вас, про все ваши интимные личные вещи, про вашу работу, деньги, планы, семью и так далее. А сколько ты зарабатываешь? А как? А не боишься? А как родные, как семья, как близкие? А что случилось? А что с этим можно сделать? А как на работе? А как это можно исправить? А как так? А что не получается? А какие планы? А почему именно туда? А что там интересного? То есть они как бы охотятся за вашими ценностями, за всеми вещами, которые заряжены у вас энергией, эмоциями, за вашими слабостями, за вашими, возможно, болями, за вашей энергией и как будто бы выпивают ее. Почувствуйте, как меняются ваши ощущения, если вы, например, будете рассказывать постороннему человеку какие-то ваши сокровенные ценности, цели, мысли, планы.
как будет меняться даже картинка какой-то вашей цели, когда вы будете рассказывать и делиться этим с посторонним. Как бы теперь и не очень-то и хочется, и вообще думаешь, а почему мне это в голову приходило. Собеседник как будто бы пачкает своей реакцией ваше сокровенное, ваши цели, ценности, какие-то внутренние интимные вещи. И при этом вроде бы как-то неприлично не отвечать и стыдно секретничать. А тебе что, есть что скрывать, что ли? Мне ж просто интересно. Тебе должно быть стыдно не говорить чего-то о себе. Дальше. 4. Это хамы, провокаторы, хабалки, крикуны, скандалисты. Это люди, которые любят и стремятся нарушать чужие границы. Бесить, раздражать, выводить из себя, пугать и провоцировать. Это люди, которые всегда находятся в поиске конфликта и с удовольствием будут скандалить и качать права. Они прекрасно чувствуют, на какие кнопки можно понажимать другому человеку, чтобы вывести его из себя, дестабилизировать. А потом еще и обвинить того в том, что он неуравновешенный. Они буквально охотятся за реакциями и за эмоциями других людей и с удовольствием их потребляют. А их жертвы, их доноры – это обычно хорошие мальчики и хорошие девочки, которые, наоборот, избегают конфликтов и стараются быть хорошими, правильными, приличными, как учила мама. Мама же говорила, что умный промолчит. Нельзя же опускаться до их уровня, нужно быть выше этого. А драться стыдно, злиться неправильно, отвечать нехорошо и нельзя. Зачем тебе это? И прочая психология терпения и самоподавления. При этом, если такой человек вас пробил, и вы это стерпели, и вы проглотили эту эмоцию, проглотили эту реакцию, то вы еще очень долго будете кровоточить и терять силы и энергию. И крутить еще у себя в голове, а что же нужно было там сказать и как ответить, чтобы сейчас было не так обидно. 5. Это все наши любимые тираны, садисты, психопаты и прочие товарищи, которые получают удовольствие, когда делают другим больно, плохо, и те не могут с этим ничего сделать. Например, это могут быть руководители, которые пользуются служебным положением для того, чтобы самоутверждаться и травить, например, своих подчиненных под страхом увольнения, штрафов и чего-нибудь похуже. Это могут быть любые другие варианты, где жертва зажата в зависимом положении своим страхом, стыдом, как бы чего ни случилось. Может быть, еще хуже, нужно просто перетерпеть, авось как-нибудь само рассосется. Но это не рассосется, потому что в данной ситуации они еда. Каждый сам для себя определяет, позволяет он себя есть или не позволяет. 6. К огромному сожалению, это могут быть супруги, причем как мужья, так и жены. Здоровые, питающие, гармоничные отношения обычно построены на взаимоподдержке, где оба по своему желанию дарят друг другу тепло, заботу, поддержку и так далее. И оба остаются наполненными. Но если отношения построены на зависимости, на чувстве вины, страха или стыда, то в них один ест другого. И тот, кто всегда не прав, тот, кто всегда какой-то не такой, должен подумать о своем поведении. Ему должно быть стыдно. И тот, кто в паре больше боится, что его бросят, тот обычно еда. Второй обычно находится в этих отношениях в привилегированном положении. Он вечно всем недоволен. Ему вечно все должны, и он может критиковать, унижать, давить или травить другого тогда, когда ему захочется самоутвердиться или просто поднять себе настроение. При этом, когда один невротик с хроническим чувством вины встречает другого невротика с хроническим чувством обиды,
они вместе создают крепкие, созависимые отношения и живут в них долго и несчастливо. И когда у них появляются дети, они обучаются именно таким отношениям. 7. Мамочки. Это те мамочки, которые могут сочетать в себе все предыдущие варианты вместе взятые, но завернутые в материнскую любовь, заботу, тепло или любой другой обезоруживающий фантик. Это может быть критика, обесценивание, унижение, сравнение, но это все для твоего же блага. Я же тебе добра желаю. Это все только для тебя, я же только для тебя стараюсь. Ты же мне еще спасибо скажешь. Хозяйничает у тебя дома, контролирует, когда, где и с кем ты был. Требует рассказывать все досконально о себе и своей жизни. Берет твои вещи. Так это все для того, чтобы заботиться о тебе. Я же за тебя волнуюсь, я же за тебя переживаю. Все же для тебя, ты же моя жизнь. Тирания, садизм, сравнение, обесценивание, боль. Так все для тебя, я же твоя мать. Мамочка лучше знает, что тебе нужно и как тебе жить. И все равно, сколько тебе, 20, 30, 40, 50 лет, мамочка знает, как правильно. И ты не имеешь права быть недовольным, ты не имеешь права защищаться, ты не имеешь права уйти, потому что ты же обидишь мать. Это же мама, мама это святое, нельзя маму обижать. Потому что я же тебя рожала, я же тебя кормила, а ты, тварь неблагодарная, насмотришься своих психологов на ютубах, которые учат мамочек не любить. И по мере того, как ты скатываешься в депрессуху, отчаяние, ощущение бессилия и собственной ничтожности, мама как-то успокаивается, наполняется, становится сытой и довольной. 8. Дети. Дети – это всегда отдельная тема. Они, конечно, могут душу вынимать, добывая энергию, добывая внимание. Но обычно проблемное поведение ребенка – это выражение проблемы в семье. То есть проблемное поведение ребенка обычно направлено на то, чтобы решить семейную проблему. Допустим, если мама холодная, не включается эмоционально в ребенка, не наполняет его любовью, теплом, заботой, а для него это критически важно, он становится проблемным, потому что это самый простой способ добыть то, что для него критически важно, и наполниться этим. Опереться на эмоциональную включенность, понять и почувствовать: я есть, я существую, мама на меня реагирует. Или, например, если брак родителей трещит по швам, то такое проблемное поведение ребенка и добывание энергии из них, привлечение к себе внимания может на какое-то время объединить их вокруг этой проблемы и спасти брак, допустим. А если в ответ на такое поведение ребенок получает только унижение, наказание и боль, то такие роли, такое отношение может в нем укрепиться в качестве программы. То есть в семье одна из задач ребенка как-то научиться выстраивать собственные границы и видеть границы других. И вот в таких дисфункциональных, проблемных семьях ребенок может стать патологической жертвой или патологическим хроническим вампиром. Ну и, наконец, это те люди, которые занимаются этим осознанно, а иногда и профессионально. То есть они тренируются, целенаправленно тренируются, применяют техники воздействия, подавления и расщепления собеседника. Например, в некоторых отраслях, в некоторых областях такие навыки являются обязательной необходимой компетенцией. И здесь вы можете только ориентироваться на собственное состояние, на ваши ощущения, эмоции, потому что отследить такие воздействия иногда очень сложно, потому что такое воздействие обычно незаметно, быстро и, как говорится, ниже радаров. Итого, собираем все варианты психологического вампиризма вместе.
Как именно у вас забирают энергию и вашу витальность? Первое. Ваши границы нарушают, с вами поступают так, как вы не хотите, чтобы с вами поступали. Вам делают больно, плохо и обидно. Второе. Вас держат за чувство вины, стыда, обиды и страха. Для того, чтобы вы не сопротивлялись, не защищались и не могли никуда уйти. И третье. Вас отравляют беспомощностью, безнадегой, безвыходностью, бессилием, ничтожностью, никчемностью, печалью, тревогой, программами и психовирусами бедности, слабости и так далее. Некоторые при этом используют приемы деструктивного воздействия на психику, вроде шизофреногенных паттернов, боевых фокусов языка, черного гипноза и других прелестей боевого НЛП. Может происходить в такой пассивной, незаметной форме, когда собеседник к вам буквально прилипает и начинает высасывать соки. Либо в активной, грубой форме, когда вас буквально пробивают и держат в таком пробитом состоянии. При этом полностью защититься от такого рода воздействия невозможно. Вы просто не сможете не реагировать на присутствие другого человека, на его эмоции, на его слова, если вы не психопат. У вас просто сработают автоматические реакции и безусловные рефлексы. Некоторые пробуют как-то представлять, что они выстраивают какую-то стену или накрываются каким-то колпаком или зеркалом. Но для профессионального психопата и людоеда это не будет какой-то проблемой. А вот питающие отношения, питающие связи вы таким образом сможете разрушить. Что конкретно делать для того, чтобы стать более устойчивым к такого рода воздействию, вы найдете в материале по ссылке в описании к этому видео.